Всем добра! Сегодня в Sherlock Holmes Chapter 1 будем искать сокровища. Собрав их все, вы получите достижение Золотоискатель. Сам квест разделен на 3 части. Не знаю, зачем разработчики это сделали, ведь если бы мы получили все подсказки сразу, беготни было бы в разы меньше. Но, видимо, так парни хотели растянуть игровой процесс. Оставим это на их совести. Все сокровища спрятаны внутри небольших деревянных ящичков и не имеют никаких маркеров на карте. Отправляемся на площадь перед ратушей и ищем уличного глашатая, у которого можно взять первое задание по поиску сокровищ. Первое сокровище находится совсем недалеко, возле здания портовой администрации, справа от ратуши. Во дворе администрации идем направо, спускаемся немного вниз и осматриваем кареты особым зрением. Шкатулка лежит на одной из карет. Второе сокровище лежит под мостом, соединяющим Скаладио и Старый город. Спускаемся вниз вот по этому маршруту. И возле одной из опор можно найти шкатулку. Третье сокровище находится возле статуи львов. Идем вниз к нижнему мосту между Скаладио и Старым городом. На стороне Скаладио спускаемся вдоль стены в Гранд-Сарай. И в одном из двориков увидим впереди 2 статуи льва у входа в здание. За левой будет шкатулка. Четвертое сокровище можно найти в сквере возле беседки, недалеко от Театра Наследия. Возле той самой беседки есть небольшой мост через ручей. Сбоку от моста лежит шкатулка. Сокровище номер 5 находится под скамьей на пирсе. В торговых рядах Гранд-Сарая, слева от гостиницы, где мы начали наши приключения, на пирсе есть небольшая беседка. Напротив нее стоят скамейки. Под одной из них ищите шкатулку. Следующее сокровище находится в левом верхнем углу Гранд-Сарая. Над ним круглое серое пятно на карте. Это беседка, которая нам нужна. Заходим в беседку, и в фонтане можно найти следующую шкатулку. Дальше дорога лежит из Скаладио в Старый город. Спускаемся к берегу, где можно найти разбитую рыбацкую лодку. Обходим лодку и забираемся на камень. Тут лежит еще одна шкатулка. Последнее сокровище в первом этапе находится в центре Старого города, в сторожевой башне Хава. На карте она отмечена как серый восьмигранник. Поднимитесь по лестнице у башни и ищите шкатулку в мастерской на табуретке слева. Первый этап выполнен. Нужно вернуться к газетчику и получить следующие 8 подсказок. Сначала идем к мосту между Гранд-Сараем и Шахтерским пределом, справа от него. Спускаемся под мост и ищем шкатулку у воды на скалистом выступе. Дальше идем в правую нижнюю часть Гранд-Сарая. Здесь открывается красивейший вид на море, но любоваться некогда. Возле одной из колонн можно найти шкатулку. Другое сокровище находится на лестнице в башне. Идем до моста Скаладио Сильвертон и на середине моста заходим в башню. Спускаемся вниз по ступенькам
И находим следующую шкатулку. Теперь наша дорога лежит в шахтерский предел. По железнодорожной ветке идем в самый тупик. Справа от входа в запертую шахту можно найти следующее сокровище. Переходим в Сильвертон и идем до большого склада. Нам нужна улица Blacksmith Road, справа внизу. Тут можно найти небольшой закрытый двор. Заходим внутрь и бежим к ближайшей платформе, рядом с которой болтают два каких-то мужика. Среди мешков можно найти шкатулку. Следующее сокровище лежит в башне у моста в старый город. Поднимаемся на стену по ступеням до башни. Тут главное не пробежать мимо. Поднимаемся еще выше, на уступ, и на одной из бочек находим очередную шкатулку. Снова возвращаемся к театру наследия, где мы уже находили шкатулку. Нам нужен небольшой сквер справа от театра. Скверик совсем маленький. Днем тут отдыхает толпа народа, а возле ограждения лежит еще одна шкатулка. Дальше дорога лежит к нижнему мосту Скаладио в восточной части, соединяющему район с шахтерским пределом. На середине Бонапарт-Роуд будет питьевой фонтанчик и двойная лестница. Поднимаемся наверх и за перилами слева можем найти шкатулку. Теперь можно возвращаться к газетчику за новой пачкой фотографий. Следующее сокровище надо искать в старом городе. От точки быстрого перемещения бежим вот по этому маршруту. Пока не дойдем до подъемного крана. Рядом с сараем можно отыскать шкатулку. Дальше нас интересует красивая беседка на скале вот в этой точке гранд-сарая. Поднимаемся по лестнице и на полу беседки находим еще одно сокровище. Следующее сокровище самое геморройное. Оно находится возле дерева на мосту. Место красивое, но дорога к нему непростая. Покажу, как добраться от точки быстрого перемещения. Добежав до двух воркующих теток, в ограждении возле фонаря можно найти очередную шкатулку. Дальше нам нужен старый разрушенный мост в Сильвертоне. Пробегаем по мосту, и возле одной из стоек можно обнаружить шкатулку. Дальше нам нужно добраться до сада наслаждений. Садом тут особо не пахнет, одно название. Все перерыто и перекопано. От точки перемещения бежать не очень далеко. И со стола небольшой мастерской можно забрать нужное нам сокровище. Идем к императорскому акведуку. От стоянки рикши бежим в трущобы, пока не доберемся до остатков постройки времен Римской империи. У одной из опор находим следующую шкатулку.
Дальше отправной точкой станет мечеть имама Захира. Красивейшее местечко. Недалеко от мечети на одной из узких улочек под скамейкой можно найти еще одно сокровище. Как его до сих пор не сперли, мне лично непонятно. Ну и последнее сокровище находится на небольшом рынке в Скаладио. Забегаем во дворик и под лестницей находим последнюю шкатулку. Собрав все 24 шкатулки, вы получите костюм настоящего искателя сокровищ. Привет Джонни Деппу и его Джеку Воробью. Костюм отличный, хоть немного и не вписывается в антураж, но очень детально проработанный. Даже дерьмо попугая на плече выглядит очень правдоподобно и натуралистично. Теперь нужно в последний раз встретиться с газетчиком, чтобы закрыть это дело. Так что за такой подгон с депповского плеча с вас лайкос, подписка и всем добра. Treasure maps from the governor. Find 8 and come back for more. Treasure maps from the governor. Find 8 and come back for more.